В этом видео я вам покажу 23 лайфхака и фишки, которые мы можем использовать при работе с сервисом N8N, при подготовке своих AI-агентов. Значит, смотрите, у нас будут фишки и лайфхаки в порядке такой очередности. То есть сначала будут такие более-менее легкие, простые, и закончим мы уже более сложными техническими моментами. Значит, первая фишка, первый лайфхак — это быстрое переключение на поле на выражение. То есть, смотрите, когда мы заходим в любые ноды, где есть такой раздел, как Expressions, это и есть само выражение, то для того, чтобы, знаете, вот мышкой не кликать на этот элемент, мы можем просто в один клик, то есть печатаем какую-то информацию, например, там слово текст, либо слово message, для того, чтобы это выражение стало, то есть эта строка стала как раз выражением expressions, мы нажимаем просто на равно, и мы тут же попадаем в раздел Expressions, и в этом разделе уже добавляем свой тот динамический код, который нам необходим. Значит, окей, вторая фишка — это ping, либо закрепление данных. Смотрите, когда у нас есть, например, здесь мы используем ChatGPT Web Search, и здесь в качестве запроса мы вызываем, что такое N8N. Когда мы работаем со сторонними сервисами, где подключены дополнительные API, для того, чтобы при тестировании постоянно не платить за эти сервисы, не платить за эти запросы, мы можем их просто запинить. То есть мы можем нажать вот на эту кнопку, и все. Теперь эта нода, она запинена. Что значит запинена? То есть, когда мы будем выполнять дополнительный процесс, например, здесь включим тест workflow и будем нажимать тест workflow, то мы как бы минуем эту ноду, она выполняться не будет, она будет отправлять уже готовые выражения в следующую ноду. То есть вот эти данные, они будут переходить уже запинены. Что это нам позволяет? Это нам позволяет при тесте, особенно вот сервисами типа Rapid API, которые мы платим за API, и при тесте мы смотрим, да, работает либо нет, а запросов идет большое количество, мы можем просто запинить те ноды, которые нам необходимы, и выражения у нас будут, соответственно, передаваться постоянно. За счет этого мы будем экономить большое количество токенов и не расходовать лишние, то есть избегать лишних затрат на тесты. Третий лайфхак — это так называемые mock данные. Что это значит? Смотрите, мы только что провели работу с ChatGPT, и у нас здесь есть определенные данные. Мы можем перейти в эти данные и посмотреть, да, что они пустые. Мы можем сюда ввести те данные, которые нам необходимы. Например, это будет запрос и тестовый. Мы сохраняем, и после сохранения, когда мы вручную вносим какие-то данные, она автоматически пинится. И после этого мы уже можем тестировать ноды, особенно это актуально, когда мы тестируем, например, ноду звонка, мы добавляем какое-то выражение для того, чтобы там лишний раз не звонить, и за счет этого у нас эти данные мы можем уже подставлять там в сторонних агентов. То же самое, да, когда мы выбираем, какие данные отправлять, соответственно, мы, например, здесь пишем message, да, message, и здесь будут приходить какие-то данные. Мы можем также сюда ввести, соответственно, этот message и будем понимать, какой запрос отправлять следующей ноде. Это очень удобно. То есть, когда мы переходим в ручное управление, и в ручном управлении мы вводим этот запрос, который в будущем будем использовать, для того, чтобы постоянно не дозваниваться этому агенту. Следующий лайфхак — это навигация между нодами. Что это значит? Например, смотрите, у нас есть нода, мы с ней работали. Мы построили сначала черновую схему для того, чтобы в будущем там проводить работу. И вот мы закончили работу, например, над этой нодой, нам необходимо перейти в следующую. Смотрите, когда мы переходим в следующую вот таким вот образом, то есть выходим, заходим заново, на это тратится огромное количество времени. У нас же есть возможность переходить на следующую ноду за счет того, что мы прямо отсюда кликаем, куда мы хотим перейти. Хотим перейти в чат-модуль, соответственно, переходим. Хотим вернуться обратно в агента, возвращаемся. Хотим в предыдущую ноду перейти, мы нажимаем предыдущую ноду перейти. То есть удобная навигация за счет того, что мы можем переходить без использования главной страницы. Это также удобно. Пятый лайфхак — это деактивация нод. Смотрите, например, у нас есть нода, да, она не рабочая, то есть здесь не введены никакие данные, но при этом мы хотим протестить эти элементы. Если мы сейчас начнем тестировать, соответственно, эту ноду, смотрите, да, вот нажмем тест, она
нода скажет, что здесь какая-то ошибка. То есть здесь ошибка с Supabase вектором. Мы еще пока до него не дошли. То есть мы еще его как бы оставляем на потом. Поэтому удобно его будет деактивировать. То есть если у нас предыдущие ноды настроены, а, например, вот эта нода не настроена, но мы хотим посмотреть, как будут передаваться данные с нашего AI-агента, то мы должны эту ноду сначала деактивировать для того, чтобы протестировать работу без нее. То есть сейчас, если мы ее деактивировали, нажимаем тест, соответственно, получаем ответ. Если она у нас активирована, она активируется там тоже быстрой клавишей D, то процесс не будет выполняться, будет говорить, что нода, соответственно, Supabase Vector, она не настроена. Чтобы избегать ненастроенные, когда мы строим особенно больших агентов, у нас много инструментов, я лишние инструменты всегда деактивирую, чтобы протестить, проверить один из тех инструментов, который уже настроен, а дальше я его отключаю и перехожу к следующему. Так мы тестируем все инструменты, а уже потом в конце все их включаем. Шестой лайфхак – это организация работы workflow. Смотрите, в workflow мы можем добавлять заметки. Заметки вот в таком виде. В заметках мы можем указывать ссылки. Мы можем в заметках разметка Markdown. Мы можем указывать ссылки на какие-то дополнительные инструменты. Обычно вот в моих заметках всегда есть ссылки на обучающее видео по той или иной ноде. То есть, например, не знаете, как работать с Telegram, у меня есть всегда ссылка на уроки по работе с нодами Telegram. Не знаете, как настраивать ноду Postgres, у меня есть ссылка на работу с нодой Postgres. Не знаете, как настраивать Supabase Vector, есть ссылка, соответственно, на уроки по RAG. И таким образом мы каждой ноде можем всегда давать вот эту вот наклейку, которая позволяет быстро восстановить в голове, что здесь нужно сделать. То есть я знаю, что когда мы строим там AI-агентов, у нас часто такая, забывается что-то. Поэтому мы используем вот такие вот наклейки, которые позволяют быстро освежить данные в памяти, потому что мы не AI-роботы, и вернуться к ним. Также в каждой ноде есть в разделе настройки есть notes, то есть есть также заметка. Здесь мы можем оставлять какие угодно заметки, и эти заметки никак не будут фигурировать и влиять на работу основного процесса. То есть мы можем, во-первых, переименовать ноду, как нам необходимо, а во-вторых, мы вносим какую-то заметку, например, пишем, что вот эту ноду нужно использовать в таких-то случаях. И потом, когда у нас что-то, например, работает или не работает, либо мы что-то хотим деактивировать, мы всегда можем зайти в настройки, посмотреть заметки по этой настройке для того, чтобы вспомнить, что здесь происходило. Особенно, когда мы строим большое количество нод, либо эти ноды, либо строим на заказ workflow пространства, и для того, чтобы следующий человек, который будет работать с этим процессом, чтобы он мог быстро понимать, для чего вы добавили ту или иную ноду. Седьмая фишка, либо лайфхак, это лайфхак истории изменений. Что это значит? Смотрите, когда мы строим workflow пространство, процесс, у нас часто мы что-то где-то накосячим, потом все не работает. Для того, чтобы откатить версию, мы вот заходим в Version History и можем выбрать любую версию по этой ноде и вернуться, соответственно, к ней. То есть мы просто нажимаем вот эти вот три кнопки и говорим, что мы хотим либо вернуться, либо создать клон по этой ноде. Например, взяли рабочую ноду, что-то там поработали сами, и нода стала нерабочая. Соответственно, мы можем всегда откатить на первоначальную версию ноды и, соответственно, с этой версии уже работать как шаблоном, либо откатить до той версии, когда ваш процесс работал, а сейчас он не работает. Восьмой лайфхак помогает нам также быстро строить узлы. То есть вместо того, чтобы вместо того, чтобы попытаться попасть на этот знак плюс, мы просто нажимаем Tab, и у нас выходит вот это вот меню, где мы можем выбрать тот узел, ту ноду, с которой необходимо, либо с которой мы хотим работать. Также он убирается. Девятый лайфхак — это, наверное, топовый запрос в интернете, как убрать вот эту вот рекламную надпись, что сообщение отправлено с помощью сервиса N8N. Работает он во всех сервисах, которые отправляют сообщения. Смотрите, например, Gmail. Для того, чтобы убрать это бесячее сообщение, нам необходимо перейти вот в этот раздел и здесь отключить тумблер. Все, больше этого сообщения в ваших письмах, которые вы отправляете через Gmail, не будет. То же самое с Telegram. Переходим, так, стоп, не туда попал. Переходим, выбираем, отключаем. То есть все, реклама
это сообщение было сделано с помощью N8N, больше вам надоедать не будет. 10-й лайфхак: для того, чтобы ваш агент всегда понимал, какое сегодня число, необходимо ему об этом рассказать. Как это можно сделать? Можно прописать заранее в ноде set такое выражение. То есть now сегодня такой-то формат. И, соответственно, эти данные передавать нашему агенту. Либо мы это можем сделать в системном промпте, либо в обычном его промпте. То есть нажимаем выражение и здесь прописываем просто now. И здесь можем, соответственно, уже там добавить какие-то дополнительные форматы. Например, формат даты. И здесь уже можем дополнить его какими-нибудь дополнительными форматами. Например, формат даты. Да, в каком виде вы хотите, чтобы он видел сегодняшнее число. Например, вот в таком виде американском, либо изменить под себя, например, убрать год в конец, месяц число в начало, месяц посерединке, так как у нас это принято. 11-й лайфхак позволяет нам прятать API-ключи. Например, смотрите, вот у нас есть нода Perplexity, и в одной ноде Perplexity API-ключ доступен и виден, во второй ноде Perplexity API-ключ недоступен и не виден. То есть вот по умолчанию, когда мы выбиваем импорт URL, у нас добавляется такой параметр, что это авторизация, и здесь, соответственно, нам необходимо добавить API-ключ. Для того, чтобы API-ключ сам добавлялся автоматически, и всего один раз нам его необходимо прописать, мы, соответственно, отключаем этот параметр. И здесь в разделе аутентификация мы выбираем третий раздел, выбираем, соответственно, где будет происходить эта аутентификация. Например, она происходит в шапке. И здесь уже создаем нового пользователя, куда вносим ту самую авторизацию и добавляем свой API-ключ. Все, после этого, давайте закрою. После этого наш API-ключ будет автоматически добавляться в то поле, которое ему необходимо. И нам не нужно будет по 10 тысяч раз вводить свой API-ключ. Он будет по умолчанию забит в наших нодах, в наших параметрах. 12-й лайфхак — это лайфхак, которому я посвятил отдельное видео. Это так называемый Error Trigger. Error Trigger позволяет нам отслеживать ошибки, которые происходят в нашем N8N пространстве. Для этого нам необходимо создать процесс отдельный с Error Trigger, а дальше перейти в настройки и здесь в качестве Error Workflow добавить тот workflow, который будет принимать ошибки, которые будут происходить в нашем N8N пространстве. Очень удобно. Ребят, если вы хотите скачать этот шаблон, мало ли там для себя попользоваться, посмотреть, запомнить все эти лайфхаки, вы можете скачать его по первому закрепленному сообщению под этим видео, либо в разделе с описанием. Переходите, попадаете в Telegram-бот, и Telegram-бот вам подробно расскажет, где и как вы сможете скачать этот готовый шаблон с лайфхаками, фишками и ошибками. 13-й лайфхак — это workflow с переменными. Смотрите, когда мы передаем какие-то данные, у нас очень часто передается большое количество данных, и нам необходимо эти данные вытаскивать. Например, когда же вот при тесте workflow мы видим большое количество переменных, которые мы можем использовать и вытаскивать. И мы используем те переменные, которые нам необходимы. Например, переменная о времени запуска того или иного процесса. Переменная с идентификатором workflow пространства, с которым мы работаем, для того, чтобы в будущем найти его быстро. Переменная с названием того workflow пространства, которое нам необходимо. Либо переменные с текстом. Особенно это заметно, когда мы работаем там с Telegram. Для того, чтобы передать данные нашему агенту, мы всегда выставляем ту самую edit files, отдельную переменную, для того, чтобы все данные стекались туда, а он уже передавал то, что точечно нам необходимо передать нашему агенту. При этом мы сохраняем все переменные, а передаем только те, которые мы хотим передать. Поэтому workflow переменные важно использовать в своих N8N пространствах. 14-й лайфхак — это добавление либо настройка входных данных в sub workflow. Когда мы тестируем и работаем с нодами, дополнительными нодами, которые должны получать определенную информацию, мы обычно там можем использовать отдельные
параметры. То есть большинство как делают? Они выбирают все, и все, что там AI-агент им не отправит, они, соответственно, все эти данные отправляют. Можно вытаскивать частично те материалы, которые вам необходимы. Это намного удобнее, когда вы, например, работаете с большим объемом информации, с большими данными, и мы здесь можем написать, например, name, нам необходимо вытащить, например, имя человека, либо какое-то имя, которое есть, так, могу ввести name, может быть, телефон нам нужно вытащить, может быть, нам нужно вытащить электронную почту, и либо там ID телеграмма, да, ID идентификатор телеграмма, либо название телеграм-аккаунта у человека. Для того, чтобы не передавать все данные, вообще все, что есть, и снова их обрабатывать, мы можем просто, чтобы наш агент сам обрабатывал и передавал только те данные, те параметры, которые нам необходимы. Это намного удобнее, особенно когда отдельные workflow пространства отвечают за добавление какой-то информации, либо индивидуальную какую-то отправку писем. Это используйте вот такой вот лайфхак, чтобы не передавать все данные. 15-й лайфхак — это логи AI-агентов. Когда мы запускаем AI-агента, вот, проблема с этим, с памятью, необходимо зайти в выполнение и немножко перенастроить. Значит, смотрите, у нас есть такая штука, как logs. И в логах мы можем отслеживать, да, что происходило с нашим агентом. Например, какой запрос в него пришел, какой на выходе ответ получили, каким элементом он обращался, сколько потратил время на обработку, когда начинал, сколько потратил токенов. То есть в параметрах логах мы можем видеть большое количество данных. Когда у нас агент большой, не вот в таком виде, соответственно, мы можем увидеть, как агент работал. То есть обращался ли он к инструменту Think, что он оставил в памяти, что он забил в память, сколько раз он в память заходил, брал ли оттуда он информацию. То есть все это отображается как раз в параметрах лог у нашего агента. Мы можем отследить, как он думал, что он делал. 16-й лайфхак — это копирование данных в редактор. То есть что это значит? Мы, смотрите, провели какую-то работу. Работа у нас прошла успешно. Что мы можем сделать? Мы можем эту работу перевести в эдитор. Смотрите, здесь вот последняя работа была нами проведена. Мы можем эту работу перевести в эдитор. И теперь мы в эдиторе можем видеть, то есть при работе с агентом, можем видеть все те действия, которые, соответственно, происходили. Он запинил наш подход, и мы сюда вбили все параметры, которые у нас необходимы. Особенно это как бы актуально и круто работает, когда вы, знаете, поработали, ушли, и вам необходимо вернуться к той версии, то есть к тем, ушли, протестировали, там что-то где-то ошибка была допущена, и потом вернулись, и вам необходимо продолжить. Поэтому вы переходите в раздел выполнения и нажимаете Copy to Editor и возвращаете весь тот процесс, с которым вы только что, либо до этого вы работали. 17-й лайфхак. Смотрите, у нас есть такой параметр Human in Loop. Это значит, что... Как это правильно объяснить? То есть человек должен подтвердить действие. Смотрите, когда мы запускаем Human in Loop, выбираем отсюда любые ноды, вот они здесь размещены, например, вот нода Telegram, мы можем вбить информацию, что эта нода, она должна быть подтверждена. Особенно это актуально, когда мы автоматически публикуем что-то в социальной сети. Для того, чтобы проверить, действительно ли это стоит публиковать, мы настраиваем ноду Human, как это правильно сказать, Human Envelope. Вот. И здесь у нас сразу же появляется параметр, здесь вот чат ID, из-за этого она не работает, и сообщение. То есть мы выбираем здесь free text, свободное сообщение, и вбиваем, соответственно, тот параметр, ту функцию. Что это значит? Например, у пользователя, да, которому приходит сообщение, что там, не знаю, мы написали какой-то крутой пост, либо не мы, а наш агент работает по таймеру, он написал крутой пост, и мы в процесс наш перед публикацией добавляем вот эту вот ноду. Там на Gmail, на Telegram, ну, в основном все используют Telegram, это один из самых удобных мессенджеров. И в Telegram нам приходит сообщение, что вот прочтите такой-то, такой-то пост, сейчас будет опубликован, и две кнопочки, соответственно, опубликовать пост, то есть
пост, вы согласны либо не согласны. Если нажимаете не согласен, соответственно, этот пост не будет публиковаться. И вам там, может быть, процесс запускается как-то заново и приходит, соответственно, другой пост. И вы уже его там одобряете либо не одобряете. То есть прежде чем выполнить финишный шаг в вашем процессе, вы можете отправить на проверку его человеку, либо оператору. И оператор уже принимает решение, стоит либо не стоит это отправлять. Такие ноды, они могут приходить, то есть такие запросы могут приходить через e-mail, через Gmail, через Telegram, через Discord. И там, соответственно, различные еще варианты есть. Но я использую, например, только Telegram в качестве, либо через WhatsApp Business. Да, я думаю, что еще кто-то его также будет использовать. 18-й лайфхак – это стандартизация входных данных. Смотрите, когда мы отправляем сообщение через Telegram, так, давайте я здесь так вот перенастроим. Здесь данные тут же пришли, а отсюда они не отправляются. Что в этом случае необходимо делать? В этом случае мы обычно добавляем вот как раз ту ноду set и через нее отправляем все сообщения нашему агенту, для того, чтобы он как раз и профильтровал и отправил только то, что необходимо нам. То есть вот таким вот образом он уже ругаться не будет, потому что он будет принимать именно сообщения вот с этой ноды. Давайте вот сейчас протестируем. Вот, мы напишем что-нибудь, и все это будет отправляться AI-агенту. То же самое уже через Telegram, потому что он будет принимать данные с Telegram. И тогда в этом случае будет отправляться отлично и при тесте сообщения, и при Telegram триггере. То есть какой бы триггер мы сюда не выбрали, он все равно один будет отправляться в AI-агент. Особенно это также актуально, когда у нас большое начало, и перед AI-агентом я всегда рекомендую как раз добавлять вот эту ноду Edit Files. 19-й лайфхак – это вывод ошибку в отдельную ветку. Смотрите, у нашего AI-агента есть возможность думать, что будет происходить после того, как он увидит ошибку. Вот здесь в разделе с настройками у нас есть, когда ошибка, что делать. Он может остановиться, в основном по умолчанию стоит этот элемент, но также он может продолжить, и он может вывести workflow в отдельную ветку с ошибками. То есть вот эта ветка с ошибками, и когда AI-агент сработает нормально, он пойдет по ветке success, то есть успех. Когда AI-агент возникнет у него ошибка, не знаю, там, закончились деньги на вашем AI-агенте, то есть в вашей модели, в вашем чат GPT, либо Клоде, и он, соответственно, выдаст ошибку, и вы получите уведомление, да, что этот AI-агент в этом пространстве получил какую-то ошибку. Вы заходите, смотрите, блин, денег нету. То есть мы не создаем отдельную, либо мы передаем просто эти данные в отдельный workflow с ошибками, что-то типа вот этого лайфхака 12. Но для разных задач мы можем выбирать разные процессы. И за счет этого наш процесс, он не будет остановлен, а будет продолжен. Я вам сразу два лайфхака, 19 и 20, рассказал в одном сообщении. В общем, 19 лайфхак – это что делать с ошибками, то есть мы можем продолжать процесс, а 20 лайфхак как раз мы можем выводить ошибки в отдельно, причем это работает практически во всех нодах. То есть практически во всех нодах есть возможность добавлять отдельный процесс при выполнении ошибок. То есть, видите, у нас появляется, если ошибка возникла, что мы делаем? Практически во всех нодах в разделе настройки мы можем выбрать, что будет происходить дальше, когда будет выведена ошибка. 21 лайфхак. Смотрите, очень важно, когда мы, например, AI-агента просим, давайте что-нибудь попросим, напиши текст, напиши 2 истории о собаке. Такой странный достаточно запрос. И смотрите, да, он сейчас пишет 2 истории о собаке. И он в выдаче выдает нам как бы 2 истории в одном ответе. Конечно, вот 2 короткие истории о собаке. История 1 и история 2. Когда мы будем эти 2 истории передавать, нам как бы неудобно, что они в таком виде передаются. Поэтому необходимо включать парсер. И в парсере уже выделять каждую историю отдельно. То есть в парсере мы добавляем парсер. Вот он, парсер. Нет, это инструмент. Вот парсер. И в парсере мы уже добавляем, что мы хотим получить. Например, мы хотим получить историю 1 и историю 2.
историю 2. Желательно это еще прописать отдельно в системном промпте, для того, чтобы он понимал. Но я надеюсь, что он сейчас так это тоже все поймет. И на выходе он уже, по идее, нам должен дать 2 истории, и они будут отдельными. Знаете, сижу сейчас, тыкаю, а у меня, оказывается, парсер был деактивирован. Значит, напиши 2 истории о собаке. Я уже даже память удалил. Думал, в чем проблема, не могу понять. У меня просто парсер был деактивирован. Смотрите, значит, он сейчас уже обратился к парсеру, потому что он активирован. Я уже даже изменил, да, немножко, думал, в формате что-то не то. Первая история, вторая история. Так и так тестил. Ошибка осталась. Просто парсер был не деактивирован, и он его не видел. И он, смотрите, вот разделил уже. Да, бывают у всех ошибки, все бывают тупят, особенно когда снимают по часу видео. Значит, он разделил output, то есть свой запрос, рассказал первую историю, рассказал вторую историю. И эти истории мы уже можем разделять на отдельные части. Как это удобно использовать? Когда мы пишем большой текст, нам необходимо выделить, там, например, заголовки, подзаголовки, основную часть текста. И для того, чтобы вручную все это не делать и не получать данные, вот как вы видели в прошлый раз, нам необходимо разделять. Разделяет как раз тот самый парсер. 22-й лайфхак. Пожалуйста, те, кто профессионально занимается программистами, не хейтите меня в комментариях. Значит, форматирование массива через join. Значит, смотрите, у нас, например, есть еда, да, Apple, банана, стейки, и мы хотим вытащить их как бы отдельно. Еда 1, еда 2, еда 3, там, и еда 0, Apple. Мы выбираем вот этот вот элемент array и прописываем, соответственно, массив вот в таком формате. Хорошо. Дальше нам необходимо эти данные, чтобы они забивались в разных вариациях. И у нас здесь есть, вот смотрите, разные варианты. Когда мы прописываем вот в таком формате, у нас ответ будет там Apple, banana, steak. Когда мы прописываем вот в таком варианте, то есть добавляем там букву И, вот в такой вариант. То есть здесь они через запятую идут, здесь через И, Apple и banana и steak. Когда мы записываем в таком варианте, то есть вот это через, как это называется, через Enter идет. И здесь мы уже можем играть там большое количество Enter'ов добавить, да, и тогда будет вот такие вот разделения между строками. Это удобный вариант форматирования тех текстов, тех материалов, которые, соответственно, сюда приходят. И 23-й лайфхак. Смотрите, мы, например, ищем колбаски на пицце. Да? Мы в поиске ищем колбаски на пицце. Когда мы нажимаем тест workflow, у нас нода перестает работать. Почему это происходит? Происходит это по причине того, что, смотрите, данные передаются именно вот в кавычках. Иногда данные передаются в кавычках, и за счет этого как бы нода не срабатывает. Нам необходимо к этой функции прописать вот следующее, чтобы он удалял лишние знаки, то есть то, что нам необходимо удалить. Например, в данном случае это просто лишние кавычки, то есть мы здесь пишем, что нам лишнее необходимо удалить. Как только мы прописали вот в таком формате, он тут же будет поиск включаться и искать. Значит, смотрите, и еще несколько лайфхаков, которых я вам не рассказал, но которые будут максимально полезны. Смотрите, у нас в нодах, в настройках нод есть непонятные параметры. Первое, дубликат ITeam. Что это такое? Это когда нам необходимо одни и те же данные пропустить через своего агента несколько раз. Особенно это подходит при тестировании. То есть мы можем сымитировать множественные данные для того, чтобы протестировать, да, со сколькими данными может справиться этот агент. И одни и те же данные, чтобы не забивать их там 5, 7, 10 раз, мы можем пропустить несколько раз, используя вот эту вот функцию дубликат ITeam. Следующее. Это наоборот. Возьмет из 1000 наших запросов, которые, например, мы составляли как-то AI-агенты, который работает там с ТикТоком, с Инстаграмом, и он брал большое количество запросов. Он, наоборот, здесь не 10 запросов отправит нашему там, поисковому систему, либо еще куда-то, он заправит один, то есть он сымитирует, то есть он возьмет только один запрос для того, чтобы при тесте не нагружать наши там API-ключи, ну и сэкономить, соответственно, денег. Следующее, retry to fail. Что это значит? Это значит, когда
возникнет какая-то ошибка, мы знаем, что у нас процесс рабочий, но могут там проблемы с сервером быть, какие-то еще дополнительные ошибки. Что он должен сделать? То есть, когда увидит какую-то ошибку, что он должен сделать? Он должен там повторить. И здесь мы указываем количество повторений, здесь указываем количество секунд, которые должны пройти перед следующим повторением, соответственно, миллисекунд. И, соответственно, что делать дальше после того, как возникнет ошибка, об этом мы уже с вами говорили. А вот еще Always Output Data. Когда мы ее активируем, она не смотрит на проблемы какие-то возникают, если у нее даже нет никаких, как это сказать, параметров, которые она может передавать дальше, она все равно будет что-то отправлять дальше. То есть она не остановит процесс, она его продолжит, когда мы включаем вот эту вот дату. В принципе, наверное, все. Я надеюсь, что это видео, эти лайфхаки были вам полезны, вы узнали или подчеркнули для себя что-то новое. Если хотите скачать вот этот шаблон, он, не скажу, что рабочий, может быть, просто полазить, посмотреть. Всегда это можете сделать в первом закрепленном сообщении под этим видео. С вами был Гризуевич. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, ставьте нравится этому видео. Пока!